Приветствую, друзья! Сегодня я предлагаю поговорить об обновленной версии поистине хитовых в свое время наушников TRN VX. Форму модели производитель, видимо, решил не менять. Формат начинки тоже, только вот в новой Pro версии стало уже не 6, а целых 8 арматурных излучателей. Динамик, похоже, тоже немного подшаманили, да и комплект стал намного богаче. В общем, сегодня подробно разберем новинку TRN VX Pro. Поехали! Упаковка, как видим, уже немного нам намекает на некоторую премиальность модели в рамках сегмента, естественно. На ней нам изобразили сами наушники в разборе и дополнительно указали, что внутри один динамик и целых 8 арматурных излучателей. В комплект нам положили немного макулатуры разной, переходник с 3,5 на 6,35 мм, пару пенок и 2 набора силиконовых амбушюр разного размера. На картинке магазина, кстати, вторая пара насадок была серой, а у меня оказалась белой, хотя на самих наушниках были установлены вот те самые серые с красным сердечником. Кому-то, похоже, очень повезет. По поводу кабеля, друзья, могу сказать лишь одно слово – мусор. Благо, мои знакомые заранее предупредили о необходимости его замены, а то бы незаслуженно обругал бы данные наушники. Еще раз, кабель, друзья, здесь обязательно под замену. Комплектный, имеет сопротивление 0,635 Ом и нужен только для того, чтобы проверить работоспособность данной модели при получении. Сам я использовал полностью медный от КЗ, чего и вам советую. Конкретно этой модели посеребрение совсем не к лицу, поскольку сильно подчеркивает высокие частоты. Берем хороший медный кабель и будет вам звук. Корпуса чашечек здесь полностью металлические, с единственным компенсационным отверстием и довольно длинным звуководом на внутренней его части. Бортик для удержания амбушюры, защитная металлическая сеточка, естественно, на своих местах. С внешней же стороны мы имеем абстрактный такой скос. Внутри, как и обещано, находится 10-миллиметровый динамик и 8 арматурных драйверов. 4 среднечастотника 560 и 4 пищалки 395. То есть разнообразием излучателей нас вот решили не баловать, только вот количеством. В ухо модель мне села очень уверенно, удобно и с отличным уровнем пассивной звукоизоляции. Вот так вот, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас вполне стандартный импульс, допустимые расхождения между левым и правым каналом, а также искажения в пиках, достигающие 2,5%, что уже где-то на грани приличия. Фазовая кривая ведет себя вполне естественно, затухание на 30 и 60 дБ составляют где-то 78 и 98 миллисекунд. По амбушюрам различий на графиках особо не видно, на слух же они немножечко, но сильнее. АЧХ имеет подъем низких частот на 10 дБ, выделение области разборчивости, легкую компенсационную яму и пик на 8,2 кГц для усиления детализации. Самые же верхние частоты потихоньку, как видим, но уводят на задний план. С насадками отличия, конечно же, друзья, здесь есть, но они, на мой взгляд, так еле заметны. Вроде бы как резкость в белых амбушюрах чуть уходит, и голос становится немножечко мягче. Сама же подача ближе к светлой, с довольно прозрачным таким резким звучанием. Низких частот здесь вот ровно в меру, они довольно глубокие и текстурные, но звучат где-то вот на втором плане, пропуская вперед верхнюю часть середины и непосредственно высокие. Мне лично понравилась тут, друзья, реалистичность картинки, неплохая детализация и общая такая легкость звучания. Высокие частоты после замены кабеля на медный перестали резать по ушам, но всякие затухания все равно очень даже слышны. Ну и в сомнительного качества записях может также проскакивать акцентирование всяких свистящих. Редко, конечно, но в дедкоре у меня такое, друзья, случалось. Вообще же по стилистике TRN VX весьма гуманный. За исключением смещения баланса в сторону высоких частот, каких-то особых ограничений придумать не могу. Все вполне слушабельно от джаза или оркестра до каких-нибудь этнических запевов или нойза. Однако позвольте мне, друзья, немного поэстетствовать. Дело в том, что если сравнивать с KBR Aurora, то там бэк-вокал, да и вообще инструменты второго плана заметно так выделяются, имеют объем и свою собственную фактуру звучания. Выслушивать это отдельное, можно так сказать, аудиофилское удовольствие. Так вот, вот такого у героев обзора, друзья, просто нет. Задний план от переднего отличается лишь уровнем громкости. То есть сцена, несмотря на достаточно высокий уровень детализации, не уходит в глубину. Понятно, что такие нюансы надо еще уметь выслушивать, да и оборудование требуется совсем иного класса, чем сами наушники. Но примите как факт.
Какой бы провод или насадки вы не подключили к VX Pro, выше головы они все равно не прыгнут. В своем же ценовом сегменте придираться к наушникам абсолютно не хочется, поскольку и басы здесь довольно неплохо прорисованы. И у серединки имеется небольшая телесность, позволяющая развиваться вокалу и другим лидирующим инструментам. Да и высокие ведут себя вполне адекватно, нигде не режут, не пилят и не сыпят. Общий же характер звучания я бы описал как чистота, резкость и отличная проработка деталей. Но объема сцены мне тут все равно, друзья, не хватило. На быстрой электронике и тяже это практически не важно, а вот для небольших джазовых коллективов очень даже ощутимо. В сравнении с КЗ ЗАЗ последние намного жирнее на середине, отчего нет такого сильного крена в светлую сторону, да и по звучанию ЗАЗ намного эффектнее, мелодичнее и даже шире. В то время как VX Pro играют на скорость, драйв и точность. В качестве источника, на мой взгляд, имеет смысл рассматривать плееры и ЦАПы с довольно музыкальным или теплым звучанием. Такая подача хорошо так гармонизирует звук модели, и результат станет намного приятнее. Бритвенная резкость героям обзора тоже подойдет, но общей гармонии, конечно же, не будет. Хотя все зависит от того, что именно в конечном итоге вы хотите получить и какой звук любите. Достичь максимальной техничности с TRN VX Pro не составит особого труда, как и предельной резкости и четкости. А вот глубину, мелодичность и певучесть им может добавить лишь правильная связка. Итогом внутриканальные 9-драйверные гибридные наушники TRN VX Pro лично меня порадовали своей посадкой и довольно богатым комплектом. В минус отнесу полностью металлический корпус и просто никакой, друзья, штатный кабель. По подаче баланс немного смещен в светлую сторону, бас не сильно выделяется, но по текстуре достойный, серединка в меру массивная, прозрачная и очень четкая. Верха особо не давили, отчего и вопросов к ним особо нет. Хорошее получилось яркое и очень реалистичное звучание. В свою цену, да с медным кабелем модель очень даже. Но тем, кто метит в качество и глубину, лучше присмотреться к тем же КБР Аврора. Да, дороже, но и уровень там совсем другой. Если же все это аудиофилство и аудиоэстетство для вас просто слова, TRN VX Pro просто великолепный, можно брать. Вот такие вот они, TRN VX Pro. На этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.